Привет всем любителям радио, с вами Роман 4 Иван Николай. Ко мне приехал вот такой аппарат, это Alinka DX SR8. Ранее таких аппаратов ко мне не приходило. Знакомлюсь с ним впервые, возможно вы тоже. Довольно-таки редкий аппарат. Попал он ко мне по причине того, что пропадает мощность у этого трансивера, то есть хаотично себя ведет, и есть у него проблемы с энкодером. Вот такой люфт и осевой, и продольный, то есть так вот она ходит, как будто не прикрученная. По перестройке проблем нет, а вот люфтит очень здорово, надо будет посмотреть, возможно ли что-то там поправить, исправить. Далее я обязательно посмотрю режим выходного каскада. Посмотрим состояние общее, потому что трансивер брался со вторых рук. Естественно, темная лошадка. Вот я его включил, диапазон 14 МГц, антенна не подключена, подключена 50-омная нагрузка. Давайте посмотрим, насколько он шумный. Картофан в сковородке отдыхает. Очень шумное радио. Это SSB, напомню, модуляция. Что SSB, наверное, что FM будет одинаково. Но FM погромче. Давайте посмотрим, какую он мощность отдает на данный момент. Вот таким вот образом 200-ваттная шкала. Нажимаю кнопку передачи, смотрю, что-то около 82 ватт отдает мощность. Маловато будет. Здесь 3 градации. 3 градации — это маленькая мощность, что он 25 ватт отдает при этой мощности. И S маленькая, не знаю, что такое, это может быть супер маленькая мощность. Давайте переключим. 3,5 ватта. Вот весь диапазон регулировок относительно выходной мощности. Итак, давайте откроем трансивер и посмотрим, что у него внутри. Верхняя крышка снята. Получаем доступ к усилителю мощности и ФНЧ. Не забываем, что трансивер а-ля вторые руки. Здесь сразу видны вмешательства человеческих рук. Во-первых, контактные площадки электродов транзисторов потыканы щупами. Видны вот эти вот ямы, канавы. То есть кто-то что-то здесь пытался измерять. Такой классический выходной каскад. Трехкаскадный. Первый каскад RD06. Второй двухтактник идет RD16 и оконечники RD100. Здесь все будет проверяться. Регулировка токов покоя осуществляется резисторами. Что-то какие-то они живые, хлипенькие. Далее вот еще микроскопический здесь стоит у нас, поближе возьму. Таким образом резистор первый, вот второй. То есть в итоге 4 резистора регулировочных. Но это не самое интересное. Так, вот здесь видны следы того, что плата снималась, поднималась. Самое интересное с ФНЧ. Сейчас я ракурс возьму.
То есть вот такие следы от паяльников. Это классика жанра, когда тот человек, который производит демонтаж, не заботится о том, что жало паяльника или корпус паяльника может повредить корпус пластмассовых деталей, в частности реле. Вот так вот они пострадали. Ладно, едем дальше. Вот они, причины того, что здесь периодически пропадала мощность. Смотрите, реле, они находятся вот в таком состоянии. Смотрите, все шевелится и вот так вот все выдирается. То есть выламывались реле. Там, в принципе, видно. Вот в таком состоянии они находятся. Потом пытались завуалировать все это желтой изолентой. Почему не синий? Ну, вообще-то здесь желтый корпус реле, поэтому хотели замаскировать. Думали, что трансивер попадет слепому радиолюбителю, и тот ничего не увидит. Вот так вот все это. Видите, вот в таком все это состоянии находится. Так, дальше едем. Ага, вот еще у нас они, такой же экземпляр. Сейчас что-нибудь железное возьму, чтобы диэлектрическую отвертку не насиловать. Вот он, пожалуйста, еще точно такой же экземпляр с изолентой. Классика жанра. Далее что-то тут вот еще смотрю, дроссель появился. Видно, обрывались дорожки. Вот он, дроссель здесь безвыводной СМД. Так, мне не пропустить бы ничего. Что может быть еще здесь такого нехорошего находиться? Итак, предварительно смотрим, что под замену. 3 реле под замену. Здесь что-то какие-то термопасты непонятные. Под замену. 1, 2, 3. Но вот это безобразие я обязательно тоже заменю. 4 реле под замену. Еще я буду, естественно, переворачивать плату вверх ногами. Посмотрим, нет ли следов вандализма с обратной стороны. Ну а пока освобождаем плату от винтов, пайки, и будем ее переворачивать. Да, кстати, еще, ой, какое безобразие. Так вот, сломали разъем и алюминиевыми скобками зафиксировали его, чтобы он не проваливался внутрь корпуса. Ладно, будем снимать плату. Обратная сторона платы нареканий никаких не вызывает. По крайней мере, пока я ничего такого не вижу страшного. Фатального я имею в виду, чтобы что-то испортили. Да вот что тут? Ага. Кусочки припоя. Они нам здесь не нужны. Так, меня интересует вот эта сторона. Сейчас я произведу демонтаж 4 реле. И, естественно, запаяю новые. Я сейчас покажу, как они выглядят. Вот это будут 4 реле. Производитель точно такой же, оригинал. Так что все в этом отношении будет в порядке.
Вот такой промежуточный вариант получается. Реле я демонтировал, очистил посадочные отверстия от припоя. И сейчас буду монтировать новые. Ну а вот то, что здесь стояло, вот оно в утиль, в мусорное ведро. Господа, вот так покупать на вторичном рынке бэушную аппаратуру не следует. Надо обязательно убедиться в том, что более-менее внутри все в порядке. Это желательно, конечно, просить фотографии более подробные, детальные. Если человек говорит, что у него Nokia 3310 максимум дома есть и фотографировать нечем, тут уже стоит, конечно, призадуматься. То есть внешние повреждения, потом опять смотрите вот на электроды обязательно, видите, да? Вот такие тыкания по электродам означают то, что трансивер проблемный, он ремонтировался. Тут пытались какие-то найти причины. Вот так вот повыше сделаю, видите, да, все обтыкано. Вот. Более-менее, если прилично делать, без таких вот канав можно обойтись, по крайней мере, обновив припой паяльником. Красиво сделать паечку. Тем временем рыжая морда волынет безбожно прям. Обещал помогать. Все очень просто, достаточно обновить припой. Ни канав, ни рытвин, ни следов тыкания щупами уже нет. Далее смотрим сюда. Все реле заняли свои положенные места. Так, сейчас я фокусирую. Вот они. Все на месте. С этим можно закончить. Пришло время регулировки тока в покое выходного каскада. Согласно сервис-мануала, у преддрайвера должен быть ток 100 мА. У драйверного каскада суммарно на два корпуса 700 мА. И у выходных транзисторов по 400 мА на плечо. Поехали. Я специально вам сделал для читабельности такой электронный прибор. И сейчас с этим резистором, он очень маленький, микроскопический, выставлю 100 мА. Нажимаем на передачу. Как у любого каскада есть тепловой дрейф. В принципе, это нормально. Чуть-чуть подождем. И к 2,73 прибавляем 100 мА. 2,74. Получится 2,84 у нас. Поехали. Вот таким образом мы настроили сейчас преддрайвер. Далее приступаем к драйверу. Нажимаем. Небольшой тепловой дрейф. И прибавляем сюда 700 мА. Получится 3,550. 3,550. Поехали, да? Аккуратненько, без фанатизма. Делаем 3,550. Очень нежные резисторы. Прям аккуратненько. Надо еще и попасть, умудриться. Вот таким образом. Есть. И теперь по 400 мА на плечо
надо будет выставить вот этими резисторами 801 и 803. Также их в нули выкручиваем, как и предыдущие. Нажимаем на передачу. А 1630, значит, должно быть 203. Так, 203. Есть 203 плюс 400. 2400. Едем. 2,43 делаем. Вот таким вот образом. Это что получается? Получается, выкручен был, накручен, вернее, выходной каскад токи. Вот таким вот образом. Сейчас у нас по сервис-мануалу выставлены все токи. Давайте посмотрим, что изменилось после наших манипуляций. Полная мощность FM, 20-метровый диапазон. Нажимаю передачу. Вот уже порядка 88 Вт есть. Под 90. Это хорошо. Сейчас уже можно смело искать резистор, отвечающий за полную мощность. Для этого мне надо будет снять нижнюю крышку и попробовать добавить до значения 100 Вт. Так выглядит трансивер снизу. Кому интересно, смотрите. Кстати, будет сказано, что морда лица здесь отстегивается вот таким образом. И за счет вот этого коннектора можно сделать и этого коннектора удлинитель и дистанционно управлять тушкой трансивера с помощью мордочки на разнесенных, естественно, позициях. Ой, все тут вот как-то вот алинка не по-человечески. Даже регулировка микрофона, обратите внимание, где находится. Вот Mic Gain, регулировка уровня микрофона. Захотите что-то поменять, welcome, открывайте нижнюю крышку, берите отвертку. По крайней мере, я сделал такие выводы. Куча абсолютно подстроечников. Сейчас я в сервис-мануале посмотрю, где искомый мной резистор, отвечающий за полную мощность. Попробуем порегулировать. За полную мощность и за ее регулировку отвечает резистор VR112. Вот он находится в этом месте. Давайте-ка наверное, поближе, может быть, покажу, чтобы было понятно. От фильтра муратовские. И правее вот этот резистор VR112. Сейчас я переведу таким образом камеру на измерительный прибор. Смотрим мощность и пробую регулировать. Стоп. Вот только дотронулся до него, он уже начал мне вот так вот взбрыкивать. То есть влияет прикосновение моего металлического регулятора. Значит, будем потихонечку добавлять по чуть-чуть. Вот так руку убрал. Смотрим. Ага, добавилась мощность. Еще чуть-чуть добавили. Смотрим, что изменилось. Ну вот, динамика положительная есть. Поэтому можно по чуть-чуть добавлять. Вот таким образом можно уже оставить. Отлично. Все в порядке.
С этим вопросом тоже закончили. Переходим к третьему вопросу. Это люфт энкодера. Мордочка у трансивера отсоединяется от тушки откручиванием двух винтов сверху, и она легко отделяется. Здесь получается вот такой коннектор 45-й. Отстегиваете и, пожалуйста, делайте, что хотите. Вот как раз соединительный кабель, удлинив который можно дистанционно управлять трансивером. Давно хотел сказать, но сейчас вот опять ударил в нос сильнейший запах одеколона. То есть вот предыдущий ремонтник, видимо, спирт-то у него весь вышел по назначению, а вот плату почему-то он решил промывать одеколоном. Страшенный запах, аж глаза щипет. Так, тушку я убираю, морду оставляю, будем ее разбирать и добираться до энкодера. Вы знаете, я снял ручку энкодера, и почему-то мне подумалось, что разбирать морду совершенно не требуется. Посмотрите, как выполнена сама ось у энкодера. Она пластмассовая, и от времени при вращении ручки пластмасса банально выработалась. И появился вот такой люфт у нее. То есть разбирание панели ни к чему мне абсолютно не приведут. Так как энкодер считает правильно, влево-вправо, и мне просто будет достаточно вот сюда вырезать шайбу, которая будет находиться между пластмассой и резьбовым соединением. Я двух зайцев убью. Я выберу люфт, и во-вторых, я исключу вот этот контакт вот с этой частью, которая является неким абразивом, стачивающим вот эту пластмассу. Гайка здесь закреплена отлично, все отлично. То есть я предлагаю такой вариант. Сейчас попробую сделать шайбу и туда ее инсталлировать. Я изготовил вот такую латуневую шайбу, или скобу, наверное, более лучше будет ее назвать скобой, и инсталлировал ее между гайкой и выбрал одним словом люфт. В итоге теперь, если только с панелью вместе, можно свернуть ее довольно-таки серьезно. Она зафиксировалась. Вращение тут без проблем все есть. Можно одевать ручку энкодера и пробовать уже с ручкой. Одел я ручку, но, конечно, ручка бедовая. В каком плане? Она вся резиновая, включая то место, куда вставляется ось энкодера. Вот это все хозяйство получается не очень жесткое, но тем не менее, что получилось? Смотрите, только вместе с панелью вот так вот у меня все это может ходить. Отличный легкий ход получился. Знаете, с учетом того, что энкодер сейчас стоит от 5 до 6 тысяч рублей, я думаю, что это вполне бюджетное решение. Это при условии того, что счет у энкодера идет без замечаний, взад и вперед. Ну а сейчас я пристегну мордочку обратно. Трансивер включен на 20-метровом диапазоне, антенный вход абсолютно свободен, джек пустой. И сейчас я попытаюсь подсоединить антенну к трансиверу. Посмотрим, насколько увеличится шум приемника. Вот такая получается разница. Thanks for the contact, 73, bye-bye.
слабые станции буквально тонут в шумах и абсолютно не разбираются. Подскажите мне, лук показывает первое КСО, радио 0 Анна Федор Галя. Это киловатт, какой РДА у вас? Да, Коля, правильно, первое КСО, киловатт, 2. Что-то слабовато получается на 20-ке. Кстати, обратите внимание, как здесь организовано переключение диапазонов. Здесь на клавиатуре не отображены пиктограммы выбора диапазонов. На самом деле они здесь есть и можно выбирать. То есть под единичкой это 160, дальше 3,5. Дальше семерка, можно непосредственно, RU пятерка, 5 МГц, семерка под четверкой. Вот таким вот образом можно переключать диапазоны. Я сначала как бы в замешательстве был, через ЕНТ набирал частоту, а потом таким образом посмотрел, можно выбирать напрямую. Энкодер, конечно, не интеллектуальный, приходится долго, нудно крутить. Что-то совсем сегодня с прохождением. Антон Жук, Галина. Игорь Волгоград, 5-9, Александр, 10 очков. Думаю, наверное, все-таки хватит для ознакомления, как звучит этот приемник. Я думаю, вы для себя выводы сделали каждый сам. Немножко что я тут успел увидеть по трансиверу. Виды модуляции переключаются клавишей мод. Вот таким образом. Поочередно. А дальше вход в меню производится клавишей функции, длительным нажатием. Можно войти и клавиши вверх-вниз перебирают пункты меню. Можно, в принципе, посмотреть, сколько их. 23 пункта. Вот, начиная от шага SSB. Кстати, вот очень удобный шаг, это полкилогерца. Максимальный 2,5. Вот, что тут еще есть? Но остальное вы видели, да? Так, что здесь присутствует еще? Блокировка кнопок. Это расстройка. Дальше ARO, память, занесение в память. UTLT это я не знаю, что такое, но VM это понятно, это тоже относится к памяти. Так, и вот эти клавиши, они несут в себе тройной функционал. То есть это цифровое поле при наборе частоты через клавишу ENT, прямой выбор диапазона, который здесь не подписан, ну и функции типа сплита, ночь-бланкера, сканирования, шрифтования, тона, это банки памяти, видимо, копирование,
Далее, что из крутилок здесь это получается Shift, расстройка, шумодав и громкость. Джеки, получается, спикер и наушник находятся рядышком на передней панели, и можно оперативно переключать динамик или наушники. Вот, в принципе, здесь все. Сейчас я разверну. В обратной стороне посмотрим, что там у нас. Тыльная сторона трансивера, разъем питания. Это разъем ACC. Довольно-таки такой оригинальный разъем, который больше похож на разъем тюнера. Дальше идет у нас под телеграфный ключ разъем. Это выход TLC и выход коммутации внешних устройств типа усилитель. Ну, естественно, антенное гнездо. Вот, в принципе, такой скромный набор. Здесь вот, я не знаю, какие-то еще технологические предусмотренные отверстия, которые заглушены, или все-таки... Нет, скорее всего, это наклейки. Это наклейки, это чисто углубление. Похоже. Вот видите, да, здесь как бы тоже что-то предусмотрено было бы. Но они просто залеплены черными наклейками. Здесь металл. Вот таким образом устроен трансивер Alinco DX SR8. Помощник мой так к концу ремонта и не проснулся. Даже результат не узнает. Работы по этому трансиверу окончены. Поэтому я буду с вами прощаться. С вами был, как всегда, Роман 4 Иван Николай. И до будущих видео встреч. Пока.